От пациентки. Повторные кровоточащие ангифибромы в правом ухе возникают вновь после хирургического удаления. Внешние причины возникновения устранены. Ищем причину внутри. Сделано МРТ правой части головы, ухо, обычное и с контрастом. Консультативное заключение по представленным МР-томограммам пациентки 40 лет, дата исследования 21 августа 2025 года. Область исследования – головной мозг, черепно-мозговые нервы, срединные структуры головного мозга не смещены. Боковые желудочки симметричны, не расширены, размером 8 мм справа, 7 мм слева. Третий желудочек 2 мм, четвертый желудочек мозга интактен. Индекс Эванса 0,27. Цистерны основания мозга прослеживаются, не деформированы. Область турецкого седла не изменена. Гипофиз однородной структуры, в размерах не увеличен. Хиазмальная область без особенностей. Мастомо-сжечковые углы свободны. Сильвиевы щели и конвекситальные борозды прослеживаются с обеих сторон, не расширены. В передних отделах левой височной доли сформирован субарахноидальная киста размером 35 на 18 на 29 мм. Ствол мозга без особенностей, мозжечок симметричный, однородной структуры. Цереброспинальный переход без особенностей. Участков измененного МР-сигнала в веществе головного мозга не выявлено. Данных за наличие онк и объемных образований головного мозга не получено. При прицельном сканировании черепно-мозговых нервов, СИС-3D, внутренние слуховые проходы симметричные, не расширены, до 5 мм справа, до 5 мм слева. К правому тройничному нерву в проксимальных отделах прилежит ветвь правой верхней мозжечковой артерии, при соответствующей клинической картине нельзя исключить вазоневральный конфликт. Вестибулокохлеарные нервы в области мостомозжечковых углов симметричные, интенсивность МР-сигнала от них не изменена. Лицевые нервы равномерной ширины, не утолщены, ход их ровный, не отклонен. Убедительных данных за деформацию нервов за счет рядом расположенных передней и нижней мозжечковой артерий не выявлено. Улитки и полукружные каналы с обеих сторон без видимых патологических изменений. Придаточные пазухи носа, в зоне сканирования, пневматизированы. Обращает на себя внимание киста Тарнвальда размером 8 на 7 на 8 мм. При введении контраста, очаги патологической васкуляризации и не выявлены. На отсроченных томограммах, накопление контраста без особенностей. В сегменте V4 диаметр правой позвоночной артерии 1,3 мм, левой 3,5 мм. Заключение. МР. Картина вазоневрального конфликта, тройничный нерв, справа, субарахноидальной кисты левой височной доли, гипоплазии правой ПА в сегменте V4, кисты Тарнвальда. Рекомендована консультация невролога, лор-врача КТ-височных костей. 22 августа 2025 года к М.Н. Доцент Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. Чего-то критичного в голове нет, но есть признаки вазоневрального конфликта справа. Это может давать боли в правой половине лица, дискомфорт, но иногда протекает бессимптомно. Также есть признаки кисты в левой височной доле, она значения не имеет. Диаметр правой позвоночной артерии снижен, это нарушает кровоснабжение мозга. Тут нужна консультация невролога. В носоглотке киста Тарнвальда, это требует консультации лор-врача. Также я бы рекомендовал выполнить КТ височных костей, в ряде случаев это более информативное исследование, чем МРТ.